Спасибо большое вам всем. В прошлом году, как вы знаете, я не сразу же выдал тот факт, что я говорю на русском языке. А в этом году меня тоже немножко подставили шуточно. В прошлом году у меня был переводчик. В этом году есть помощь, переводчик, но я написал всю свою презентацию на английском языке, и теперь буду стараться сам ее переводить с помощью. Так прошу прощения, если не все совершенно правильно скажу. Это может быть даже вас немножко рассмешит, но давайте постараемся. Значит, последние несколько месяцев мы очень серьезно работаем над финансированием проекта GEM4ME MARKETSPACE. Мы ездим на конференции и разные встречи. Финансирование GEM4ME MARKETSPACE проекта мы работаем с двух сторон. С одной части это классическое финансирование, рыночное финансирование. Это работа с accredited investors, и который имеет специальный статус в разных странах под финансовыми законодательствами. В Америке. Okay. You want me to speak in English? Будет переводить? Okay. All right. Makes my life easier. An accredited investor is a sophisticated investor in a lot of different countries, and it has to follow financial regulations. Аккредитованные или квалифицированные инвесторы – это инвесторы со специальным статусом по законодательству финансовому. One small example is the United States, for example. You have to have either earned $250,000 for 3 years straight. Например, в Соединенных Штатах вы должны заработать в год не менее 250 тысяч. 3 года подряд, причем каждый год вы должны зарабатывать не менее чем $250 тысяч, чтобы быть аккредитованным инвестором. Or you have to have $1 million in assets, not including your home. Либо вы должны иметь $1 миллион в своих активах. Не включая своего дома. Не включая то, что у вас лично, да, дом, машина, телефон. Examples of accredited investors, as you see here, are international pension funds, family offices, high net worth individuals, hedge funds, and international companies. И как вы видите, примеры аккредитованных инвесторов включают в себя международные фонды, аккредитованные специальные доверительные компании, у которых в доверительном управлении находятся ценные бумаги, также крупные бизнесмены, хедж-фонды и международные компании. GEM4ME MARKETSPACE, последние, как я сказал, the last few months. Последние 2 месяца. The core focus of our work has been in working with these particular types of investors. Мы были сфокусированы на маркетинге инвестиций, инвестиционных возможностей, именно на предложениях для аккредитованных инвесторов. We have attended a number of conferences and one-on-one meetings in New York, Boston, California, just to name a few places. Мы посещали конференции и организовывали встречи 1 на 1 в Нью-Йорке, Бостоне и в Силиконовой долине в Калифорнии. Presently, we are working with several of these funds who have expressed an interest on the specific criteria that they have for investing in a project like this. В настоящий момент мы очень глубоко и тщательно разрабатываем с группой аккредитованных инвесторов, которые требуют специализированную документацию, и им необходим уже существующий функционирующий продукт для удовлетворения их соответствия их инвестиционным критериям. If I can add to that, it's not written there, is the fact that you can have a hedge fund or
any kind of fund manager who is interested in investing, but their compliance department has its own rules, and if you can't fulfill them, they will not permit you to invest. То есть суть в том, что у вас может быть уже даже хедж-фонд или конкретный инвестиционный менеджер, который заинтересован в вас, но именно вот эти вот правила, инвестиционные критерии фонда или системы финансовой, в которой он работает, не позволяют допустить вас к данным инвестициям. An example of those is having audited financials. Например, необходимо иметь финансовую отчетность по специальным правилам, которая прошла аудит по специальным правилам. Presently in the United States, we have interest from venture capital funds, as I said, in California, global investment funds and family offices, including Strawberry Creek Investors, which is a conglomeration of a number of big universities under one fund. Как я уже и сказала, в США мы сейчас имеем повышенный интерес от нескольких венчурных фондов в Калифорнии, международных инвестиционных фондов и доверительных компаниях, которые занимаются доверительными инвестициями. Например, это Strawberry Creek Ventures, это конгломерат университетов и учебных образовательных заведений, которые также занимаются инвестициями. Everybody, I think, knows the next name, Franklin Templeton, one of the largest investors in emerging markets in the world. Я думаю, следующее имя всем знакомо. Фрэнклин Темплтон. Это одни из самых больших инвесторов во всем мире. And Caspian Venture Capital. И Caspian Venture Capital. This is an investment venture capital fund that has a lot of investors from Russia and Eastern Europe. Это как раз венчурный фонд, который имеет большое количество инвесторов из России и стран СНГ. That's just to name 3 different types. In Europe, we have interest expressed by venture capital funds and high net worth individuals representing investors from Eastern Europe, Russia, and India, which is a very interesting area for us. В Европе в нас заинтересованы венчурные фонды и крупные бизнесмены, которые представляют инвесторов из Восточной Европы, России и Индии. Например, India Growth Capital. Для нас это вообще очень интересный и перспективный рынок. Now, the other group that I know is very interested is individuals who are not accredited investors. А вот еще одна группа, которая, безусловно, я точно знаю, заинтересована в инвестициях в нас, это физические лица, которые не аккредитованные инвесторы. And for you, we are trying to do our best right now, and we are close to having a structure set up where you will be able to invest in the bonds that have been issued by the MARKETSPACE. И вот персонально для вас и для таких физических лиц мы сейчас разрабатываем альтернативный метод финансирования, когда можно финансировать непосредственно в ценные бумаги. GEM4ME MARKETSPACE. That structure is called a special purpose vehicle. Эта структура называется Special Purpose Vehicle и кратко SPV. Дальше будет определение, что такое Special Purpose Vehicle. It's a very specific subsidiary of a company. Это очень специализированное отделение любой компании, In which people invest in this fund or special purpose vehicle. Когда люди финансируют, вкладывают свои средства именно в данное подразделение, в этот отдельный, специализированный механизм. And that special purpose vehicle, its only function is to invest in the bonds of the company. И вот у этого SPV, у этого Special Purpose Vehicle, у него единственная функция инвестировать далее в конкретные компании. In this way, from the regulatory rules, и таким образом, в соответствии с законодательством, as far as the bond holders are concerned, there is only one investor, which is the SPV. Есть
большое количество держателей акций, но только один инвестор. Вот именно вот эта структура, SPV. And so all the accounting that will be done will not be done by GEM4ME, but will be done by the SPV. И таким образом весь учет, бухгалтерский и финансовый учет не проводится GEM4ME, не проводится по отдельности для каждого отдельного держателя акций, а проводится централизованно именно вот этим SPV. Очень важно еще заметить здесь, что SPV – это структура, которая не подвергается процедуре банкротства, даже если, к примеру, головная компания по каким-то причинам ушла в процедуру банкротства. As I was explaining before, the SPV allows multiple investors, many people, to pool their money together and invest in one company. То есть, таким образом, SPV позволяет большому количеству людей собрать свои деньги вместе, чтобы инвестировать их в конкретную компанию от лица данного SPV. And that company, as I said, invests into a single entity investment vehicle in one specific issuer. И таким образом можно инвестировать, вливать свои инвестиции в отдельные компании от лица SPV, что упрощает, скажем так, инвестиции в стартапы. Why do startups like SPVs? Почему же стартапам нравится SPV? Because as I explained before, the company has what's called a cap table, how many owners it has. Потому что, как я объяснял ранее, у каждой компании есть так называемый кап, предел, как много инвесторов она может иметь. And in this manner, all individual investors fall under one company name. А мы таким образом имеем так много, как захотим, индивидуальных инвесторов под одним именем. That makes life a lot easier for investors, like pension funds and hedge funds, to understand who the investors are, because they don't have to know each and every one of you. All they have to know about is that one SPV. Таким образом, мы сильно упрощаем жизнь, например, таким компаниям, как пенсионные фонды, хедж-фонды, потому что вместо того, чтобы знать каждого из нас здесь присутствующего, им нужно знать только SPV, которым мы объединены. Why do investors like SPVs? It's very clear why a company likes it. Таким образом, нам понятно, почему компаниям нравится SPV, но почему же нам этот формат, эта структура нравится инвесторам? Because you don't have to be an accredited investor to invest. Потому что вам не нужно быть аккредитованным инвестором, чтобы инвестировать, чтобы вкладывать деньги. So instead of having to invest maybe $50,000 to $100,000+, you can invest $3,000, $5,000, $2,000 into this SPV. Таким образом, вместо того, чтобы вкладывать от 50 до 100 тысяч долларов, к примеру, вы можете вкладывать 3-5 тысяч, и вообще эта сумма обсуждается. What makes GEM4ME MARKETSPACE interesting to these investors? Чем же интересен именно GEM4ME MARKETSPACE для подобных инвесторов? We've mentioned a lot of different companies. Amazon, WeChat, and we can go on and on and on. Мы сегодня обсуждали большое количество компаний, Amazon, WeChat, и можно продолжать этот список. So the difference between GEM4ME and Amazon, for example, I think most of you know, is they don't have a messenger service. Ну, например, разница между GEM4ME и Amazon в том, если кто не знал, что у Amazon нет мессенджера как сервиса. And now that company isn't focused on small business anymore. Таким образом, эта компания не сфокусирована на маленьких бизнесах, на частных бизнесменах. They are now buying massive stores, they're building out their own transportation, they're focused on themselves and not necessarily on the small business owner. Они сейчас занимаются покупками крупных компаний, налаживают свои огромные транспортные сети, таким образом фокусируясь именно на себе, на своем бизнесе, а не на мелких частных инвесторах и бизнесменах. What is the unique opportunity that GEM4ME has and the one that interests the investors that I've been speaking to?
В чем же уникальная возможность GEM4ME и в чем же заинтересованы инвесторы именно сейчас? Is because we can build out a new product. Потому что мы можем построить абсолютно новый продукт. As was said before, we're learning from other people's experience, not mistakes, experience. Таким образом, мы учимся даже не на чужих ошибках, мы учимся на чужом опыте. And we can provide unique products that will attract people to our site that others have not either thought about or are not set up to do. И таким образом мы можем предложить уникальный продукт, который привлечет потребителей и бизнесменов на нашу сторону. Именно такой продукт, о котором другие либо не думали, либо которым они не занимались. There's no question that the core of the business will be the small business owner, the restaurants, the art galleries, the clothing stores, the individual shop owners. И тут без вопросов именно сердцевиной такого бизнеса, такого маркетплейса будут рестораны, художественные галереи, магазины одежды, отдельные предприниматели, уникальные производители и так далее.